Если вы думали, что японцы придумали странные нарисованные непристойности вместе с аниме, интернетом и людьми, которые спорят о лучшей вайфу, то у меня для вас плохие новости. Или хорошие. Зависит от вашего отношения к осьминогам. А в 1814 году Кацусика Хокусай, тот самый художник, который позже создаст знаменитую большую волну, создал иллюстрации для эротической книги. В одной из них была сцена с ныряльщицей и 2 осьминогами. Да, щупальца появились в японском эротическом искусстве задолго до пиксельной цензуры и сайтов, которые вы открываете только в режиме инкогнито. Но одна знаменитая гравюра — это только верхушка очень возбужденного айсберга, потому что в Японии эпохи Эдо существовал целый мир эротических картинок под названием сюнга. Слово «сюнга» буквально переводится как «весенние картинки». И, конечно же, весна здесь не про сакуру, аллергиков и желание наконец-то снять зимнюю куртку. Весна была старым эвфемизмом для секса. Сюнга — это японское эротическое искусство. Рисунки, живописные свитки, отдельные гравюры и особенно иллюстрированные книги. Расцвет сюнга пришелся на эпоху Эдо, примерно с 17 до середины 19 века. Хотя эротические изображения в Японии существовали и раньше, само собой. И вообще-то это был не тайный подвальный жанр, который рисовал один подозрительный дед под вымышленным именем. Сюнга делали крупнейшие мастера укиё-э: Хокусай, Утамара, Куниёси и многие другие. Художник мог сегодня изобразить красивую куртизанку, завтра пейзаж, послезавтра актера кабуки, а потом открыть папку для важных заказчиков. Главными героями были не боги и не идеальные модели, а почти вся Япония. Торговцы, ремесленники, самураи, куртизанки, актеры, монахи, молодые любовники, пожилые супруги. В общем, реально все. Встречались отношения между мужчинами, сцены между женщинами, фантазии, пародии и существа, которым вообще не следовало покидать японский фольклор. Вообще, сюнга не относилась к сексу с благоговейным трепетом. Очень часто это были откровенно комичные сцены. Персонажи попадали в неловкие ситуации, прятались, подглядывали, спорили, читали эротические книжки внутри эротических книжек. Получался своеобразный комикс для взрослых, где секс был не только красивым, но и бытовым, нелепым и очень человечным. Жизненным, если хотите. Отдельная художественная особенность — это совершенно нереалистичные размеры отдельных органов. Но это ж хентай. Чего вы ожидали? Но одна из причин, между прочим, вполне практическая. Художнику нужно было сделать происходящее заметным и выразительным. При этом персонажи часто оставались почти полностью одетыми, как ни странно. Ну, потому что сама по себе нагота в Японии эпохи Эдо не обязательно имела тот эротический заряд, который мы автоматически приписываем ей сегодня. А одежда еще и помогала показать статус персонажей. Поэтому распахнувшееся кимоно, дорогая ткань и частично открытое тело могли работать куда интереснее, чем полная нагота. Главный двигатель сюнга не только отношение общества к эротике, но и развитая печатная культура эпохи Эдо. Ксилография позволяла печатать изображения сериями, а значит, эротика могла быть не единственной картиной во дворце, а книгой, которую покупали, дарили, заказывали или брали у книгоноши. Ну и, разумеется, по законам капитализма, до появления этого самого капитализма, сюнга существовала в самых разных ценовых категориях. Были роскошные альбомы с дорогими красками для богатых заказчиков, а были более простые печатные издания для обычных горожан. По сохранившимся данным, эротические книги и свитки действительно продавались и расходились очень активно. А для чего их использовали? Но самый честный ответ, чтобы смотреть эротические картинки. Как ни странно, да? Но не только.
Их могли дарить партнерам и молодоженам, рассматривать как источник идей, читать ради юмора. Некоторым изображениям приписывали защитные свойства, например, от пожара или смерти в бою. Насколько часто сюнга реально служила учебником или талисманом, исследователи спорят. Но совершенно ясно одно – это был не музейный жанр, это была вещь для личного использования. Теперь главный вопрос. Почему в Японии вообще возникло столько откровенного искусства? Ну, разумеется, не потому, что каждый житель Эдо с утра просыпался, поправлял кимоно и шел покупать порнографию. Во-первых, сексуальность в Японии эпохи Эдо не осмыслялась через христианскую категорию греха, как это было в европейской части нашего мира. Но это вовсе не значит, что японцы жили в эротической анархии. Нет, ограничения были. Буддистские монахи должны были соблюдать воздержание. Семья, статус и социальный порядок также имели огромное значение. Секс оценивали через обстоятельства. С кем, где, нарушает ли это обязанности, разрушает ли это семью, создает ли скандал. Само сексуальное желание не делало человека моральным изгоем автоматически. Во-вторых, эпоха Эдо создала огромную городскую культуру удовольствий. Театры, кварталы развлечений, популярная литература и укиёи продавали людям яркую версию повседневной жизни, и сюнга была естественной частью этого рынка. Если можно нарисовать и напечатать любимого актера кабуки или красавицу из Йосивары, рано или поздно кто-то спросит: а можно мне ту же книжку, но только где они все разделись? И в-третьих, рисунок давал художникам невероятную свободу. Он позволял преувеличивать, фантазировать, шутить и показывать то, чего не существует. Современный хентай работает примерно на том же топливе. Реальность закончилась, а фантазия художника только началась. Было. Конечно, фраза «японцы всегда спокойно относились к хентаю» звучит красиво, но исторически она не особо верна. Сёгунат периодически запрещал и ограничивал издания. Власть вообще любила контролировать печать, роскошь, моду и вообще все, что могло выглядеть как чрезмерное удовольствие простого народа. Ну, как всегда. Но запреты не уничтожили сюнга. Они сделали ее более скрытной, анонимной и осторожной. Художники не всегда подписывали такие работы, издатели маскировали происхождение, но производство продолжалось. Человечество много раз доказывало, запретить людям смотреть на секс значительно проще на бумаге, чем в реальности. А в эпоху Мэйдзи, когда Япония начала активно перестраиваться по западным государственным моделям, отношение стало жестче. Уже в 1872 году появились новые правила цензуры печати, а Уголовный кодекс 1907 года закрепил уголовную ответственность за распространение непристойных материалов. Его 175-я статья, хоть и в измененном виде, но существует до сих пор. Эта правовая традиция повлияла и на современную практику цензурирования откровенных деталей в японской эротике. В итоге она, в смысле эротика, может быть одновременно невероятно изобретательной и закрывать гениталии пикселями. К сожалению. Свобода фантазии, бюрократия цензуры. Идеальный дуэт. Разумеется, сюнга нельзя просто назвать древним хентаем и закрыть дело. Между гравюрой эпохи Эдо и современной анимацией нет одной прямой родословной. Менялись технологии, законы, публика и само понимание сексуальности. Но культурная привычка изображать секс в рисованной форме, превращать его в фантазию, юмор и массовый товар появилась в Японии очень давно. Поэтому современный хентай не свалился на страну внезапно вместе с кассетами VHS. Он появился в культуре, где рисованная эротическая фантазия существовала уже много веков, а художники давно знали, если реальность недостаточно интересна, всегда можно добавить гигантские органы, монаха, комичную подпись и
щупальца, разумеется. Так что сюнга — это одновременно искусство, эротика, бытовая комедия и исторический документ. А еще доказательство того, что человечество использовало передовые технологии для распространения голых картинок задолго до появления интернета. Прогресс меняется, приоритеты остаются.